Это видео носит исследовательский и публицистический характер. Концепции из квантовой физики используются здесь в качестве метафоры для исследования природы сознания. Все спорные или недоказуемые тезисы подаются как версии, легенды или философские гипотезы и не претендуют на научную истину. Вам знакомо это чувство, когда вы одни в комнате, в полной тишине, но ощущаете присутствие, не пугающее, а просто всевидящее, словно кто-то смотрит на вас из самой глубины бытия. Или, может быть, вы ловили себя на мысли: «Кто тот, кто наблюдает за моими мыслями?» Вы думаете, но часть вас как будто стоит в стороне и просто смотрит. Сегодня ночью мы отправимся в самое сердце этой тайны. Это история о наблюдателе, концепции, которая странным образом объединила жесткую науку, древнюю мудрость и самый личный опыт каждого из нас. Это история о том, кто смотрит ваш сон, когда вы спите, и вашу жизнь, когда вы бодрствуете. Это канал «Ступени сознания», пространство, где мы исследуем тайны сознания и души. Сегодня мы погрузимся в одну из самых глубоких загадок человеческого существования. И я обещаю, к концу этого видео вы по-новому взглянете на то, кем вы являетесь на самом деле. Давайте начнем с науки. С того момента, который перевернул представление физиков о реальности. Представьте себе эксперимент. Мы запускаем электроны, крошечные частицы, через барьер с двумя щелями. Логика подсказывает, каждый электрон пройдет либо через первую щель, либо через вторую. Верно? Но происходит нечто невероятное. Когда никто не наблюдает, электрон ведет себя как волна. Он проходит через обе щели одновременно, создает интерференционную картину, словно он находится в двух местах сразу. Но стоит поставить детектор, начать наблюдать, и магия исчезает. Электрон мгновенно выбирает одну щель, становится обычной частицей. Вдумайтесь в это. Сам акт наблюдения меняет физическую реальность. Это не философская метафора. Это экспериментальный факт, подтвержденный тысячи раз. Физики называют это коллапсом волновой функции. Но что именно считается наблюдением? Камера, прибор или сознание? Вот здесь начинается самое интересное. Некоторые ученые, включая нобелевского лауреата Юджина Вигнера, предположили: возможно, именно сознание наблюдателя схлопывает квантовую неопределенность в конкретную реальность. Физики до сих пор спорят об этом. Но сам факт того, что акт наблюдения меняет наблюдаемое, открыл ящик Пандоры. И когда ученые заглянули в него, они увидели там отражение мудрецов, говоривших об этом тысячи лет назад. За тысячи лет до квантовой физики в горах Индии мудрецы Адвайта-Веданты говорили о Сакши, внутреннем свидетеле. Они учили: внутри каждого из нас есть чистое сознание. Оно не является ни телом, ни мыслями, ни эмоциями. Это безмолвный наблюдатель, который просто свидетельствует. Позвольте предложить вам метафору. Представьте экран в кинотеатре. На нем показывают фильм вашей жизни. Радости, печали, страхи, мечты. Но сам экран остается нетронутым. Огонь на экране не обжигает его. Вода не делает его мокрым. Этот экран и есть ваш внутренний свидетель. В санскрите его называют Атман, истинное «Я». И вот что поразительно. Древние тексты утверждают, что этот индивидуальный свидетель в своей сути неотличим от универсального сознания – Брахмана. Как капля воды содержит в себе природу океана, так и наш внутренний наблюдатель содержит природу вселенского сознания. Но как найти этого свидетеля, спросите вы? Восточные мудрецы предлагали путь медитации, не борьбу с мыслями,
а простое наблюдение за ними. Когда вы перестаете отождествляться с потоком мыслей и просто наблюдаете, вы естественным образом обнаруживаете того, кто наблюдает. Но что, если западная мысль пришла к тому же выводу, но совершенно другим, более тернистым путем? Карл Густав Юнг, один из основателей глубинной психологии, всю жизнь исследовал человеческую психику. И он обнаружил нечто удивительное. Юнг различал эго, то, кем мы себя считаем, нашу сознательную личность, и самость, das Self. Самость — это целостность нашей психики, включающая и сознательное, и бессознательное. Но вот что важно, самость — это не просто сумма частей. Это организующий центр, который наблюдает и направляет весь процесс нашего психического развития. Юнг писал, самость — это не только центр, но и вся окружность, охватывающая как сознание, так и бессознательное. Звучит знакомо, не правда ли? Как капля, содержащая океан. И вот что удивительно. Современная психотерапия активно использует эту концепцию. Терапия принятия и ответственности, АКТ, учит клиентов развивать наблюдающее «я». Это та часть нас, которая может наблюдать за тревожными мыслями, не вовлекаясь в них. Представьте, вы сидите на берегу реки. Ваши мысли — это листья, плывущие по течению. Вы можете прыгнуть в реку, пытаться ловить листья, бороться с течением. А можете просто сидеть на берегу и наблюдать. Этот простой сдвиг перспективы обладает удивительной целительной силой. Когда вы перестаете быть своими мыслями и становитесь их наблюдателем, тревога теряет власть над вами. Оказывается, способность просто наблюдать за своими мыслями — это не просто духовная практика, а мощный инструмент исцеления. Мы учимся отделять себя от драмы, которую разыгрывает наш ум. Но кто же этот «мы»? Возможно, ответ выходит за пределы индивидуальной психики. А что, если наш индивидуальный наблюдатель — это не отдельная сущность, а часть чего-то неизмеримо большего? Некоторые ученые и философы выдвигают смелую гипотезу — панпсихизм. Согласно этой идее, сознание — это фундаментальное свойство Вселенной, такое же базовое, как масса или заряд. В этой модели Вселенная — это не мертвый механизм, а единый мыслящий организм. А мы — ее органы восприятия. Подумайте об этом. Через ваши глаза Вселенная видит саму себя. Через ваше сознание она познает, что значит быть человеком. Каждый из нас — это уникальная точка, через которую космос переживает свое собственное существование. Физик Джон Уиллер, коллега Эйнштейна, предложил концепцию соучаствующей Вселенной. Он говорил, мы не просто наблюдатели, мы участники в становлении реальности. Может быть, то самое чувство присутствия в пустой комнате — это не паранойя, это мимолетное осознание того, что вы никогда и не бывали одни, что вы — часть единой ткани сознания, пронизывающей все сущее. Древние мистики называли это единым умом. Современные философы говорят о космическом сознании. Но суть одна. Возможно, когда мы ищем наблюдателя внутри себя, мы находим глаза самой Вселенной. Но как же познакомиться со своим внутренним наблюдателем? Позвольте поделиться с вами простыми практиками, которые не требуют часов медитации. Практика первая. Назови мысль. Когда приходит мысль, просто отметьте ее. Не боритесь, не анализируйте. Просто скажите себе: «О, это мысль о работе. Это воспоминание. Это планирование». Вы заметите удивительное, между вами и мыслью появляется пространство. Вы больше не являетесь мыслью. Вы тот, кто ее наблюдает. Практика вторая. Осознанное дыхание.
Сядьте удобно, закройте глаза. Просто наблюдайте за дыханием. Не контролируйте его, просто наблюдайте. Вдох, пауза, выдох, пауза. Кто наблюдает? Кто знает, что происходит вдох? Это и есть ваш свидетель. Практика 3. Вопрос перед сном. Каждый вечер, ложась спать, задайте себе вопрос. Кто тот, кто сейчас готовится увидеть сны? Не ищите ответ умом. Просто держите вопрос в сознании, засыпая. Это не требует особых условий или подготовки. Достаточно нескольких мгновений в день, чтобы приоткрыть дверь в ту часть себя, которая всегда была с вами. В тишине, в покое, в наблюдении. Так кто же он, этот таинственный наблюдатель? Квантовый эффект, древнее божество, центр нашей психики. Или сама Вселенная, смотрящая на мир нашими глазами? Возможно, правильный ответ – да. Все эти ответы одновременно. Это разные языки, описывающие одно и то же невыразимое переживание. Переживание чистого бытия. Наблюдатель не судит, не оценивает, не требует, он просто есть. И, возможно, главная цель нашего путешествия под названием «Жизнь» — это не достичь чего-то во внешнем мире, а просто познакомиться с тем, кто все это время молча смотрел изнутри. С тем, кто прямо сейчас слушает эти слова. А как вы ощущаете своего внутреннего наблюдателя? Был ли у вас опыт, когда вы ясно чувствовали эту наблюдающую часть себя? Поделитесь в комментариях. Мне действительно важно знать ваш опыт. Если это путешествие было для вас важным, подпишитесь на ступени сознания. Поставьте лайк, это поможет большему числу ищущих найти это видео. И если вы хотите поддержать создание подобных исследований, ссылка на донаты в описании. Каждый ваш вклад помогает нам погружаться глубже в эти тайны. Спокойной ночи. И помните, вы никогда не одни. Кто-то всегда наблюдает изнутри.